6 часов утра. Сколько мы набрали всего, и это всего мы едем на 2 дня. Я увидела вот этот автомат с горячим шоколадом. Короче, уговорила Сашу. Но ты читаешь, Димка. Тут горы уже со снегом на вершинах, это так прикольно. Вот такая наша вилла, называется Гриф. Ребят, ну у нас все как всегда. Мы одни в пустом месте каком-то. Посмотрите на эту прекраснейшую тропинку. И меня еще шандарахнуло только. Доброе утро. Сейчас, господи, 5 часов, 6 часов утра. Мы собираемся, конечно, уже с Чупи путешествовать стало немного сложнее, потому что собрать Чупи, отвезти Чупи. А так, конечно, раньше мы только отвечали сами за себя, но ничего страшного, на самом деле. Главное, что мы нашли для него место, для этого хвостика. Я уже так грущу. Мне кажется, что он тоже грустит, так смотрит на меня, ну, Оля. Но на самом деле для его социализации это тоже важно, потому что он стал каким-то одомашненным, да, Сашка? Одомашненным собакой. Одомашненная собака. Есть такое слово? Есть такое слово домашнее? Прибежал. Сейчас я вам покажу, сколько мы набрали всего. И это всего мы едем на 2 дня. Массакра. Во-первых, это Сашин рюкзак, это мой. Мой вообще по сравнению с Сашиным очень маленький. Но тут очень много еды, потому что мы будем ехать 7 часов. Плюс вода. Ну, чтобы не искать. Чтобы не искать, да, уже потом. Ну, там еда еще, одежда. Плюс мы взяли теплую одежду, потому что в горах. Ну, Все-таки, да, это много занимает места из-за теплых вещей. Плюс мы взяли подушки. Внутрь они не вместились, поэтому вот тут. И чупинские причиндалы тут всякие. Ой. И это весы мы взяли, потому что мы измеряем всегда четко ему еду по весам. Его 2 тарелочки, всякие его игрушки, его любимая тушенка. Потому что я знаю, что он, когда нервничает, может не есть тушенку. Его любимые вкусности — это сердечки, его любимые игрушки. Ну и паспорт. На всякий случай взяли его паспорт. Потому что может быть все что угодно. Это собака, и паспорт лучше отдавать. Во-первых, тот, кто будет следить за собакой, он видит, что все привито, все чисто, все классно, потому что у него самой есть животное, я думаю, это важно, да. Ну и во-вторых, если, не дай бог, что-то случится, не дай бог, я надеюсь, что нет, паспорт будет. Ну что, по времени выходить? Все, ребятки, выходим. Вот Сашка. Ну как ты себя чувствуешь? Как человек чувствует? Ой, а Чупи, он же вообще не любит просыпаться. И он такой, я делаю вид, что я никого не слышу. Я не хочу просыпаться. Все, идем. Ну все, смотрите, где мы находимся. Вот в таком частном секторе. Отдали нашего Чупего. Вот так смешно, потому что все поляки называют Чупи Чупего. Ну, это в каком-то падеже. Ну да. И это забавно. Ну так, в русском языке как бы Чупи не склоняется. Чупи, он и в Африке Чупи. Да, тут все иностранные имена тоже так. Ой, собака не любит нас. Короче, еще в этом доме... Смотри, какой дом красивый. Еще в этом у нее получается свой тоже дом. Ну, не у нее, а, наверное, у их семьи. Девочка, ей где-то 18-19 лет. Я так понимаю, что они просто так подзарабатывают. И очень классно. Ну, что, у нее свои животные, плюс, ну, она любит. Они еще взяли одного кота, и она спросила, а как он с котами? Честно говоря, я не знаю. Мы сказали... Пока не было такого... Капец, какие тут собаки! Ты чё какаешь? Ты чё кавкаешь на нас? От нас пахнет. Не, ну они сторожат свои дома. Да. Поэтому, знаете ли, все понятно, что они делают. И еще одни собаки. Ну, это что, пригород, тут дома, собаки. Блин, тут, конечно, идти не лучше. Мы шли... О, массакра! Вот это собака. Котов сколько? Целая лежанка. Я даже не знаю, что сказать, он меня ошарашил, вот этот песик. Какие тут дома? И там тоже есть будка. Смотрите, какой дом красивый. Идем тут так снимаем. Ну, короче, все, отдали. Нам доехать. Да. Сейчас ехать до вокзала, сейчас с пересадкой. Да, и мы будем в автобусе. И уже, наверное, включимся в автобусе. Ну, конечно. Ой, так приятно
осознавать, что там адекватные люди, что она занимается, ну, как бы они занимаются передержкой животных, и это уже не первый. А как смешно говорить на польском. Она уже поняла, что мы, конечно, не поляки, и когда она сказала, я буду высылать там фотографии туда-сюда, мы попросили там, может, Facebook или... Ой, какое? Еще одна зебука. Что за зебуки гавкачуны? А, то есть один дома собака, ну, один... Ну, Facebook. Вот, мы просили Facebook, а я в Фейсбуке написано русскими буквами, представляете? Ну, то есть у меня еще и моя фамилия девичья, ну, девичья так звучит, ну, первая, не Сашина, которая... У меня моя фамилия Тихонова. И у меня еще там написано Тихонова Оля русскими буквами. Массакра. Она меня, конечно, найти не могла, потому что у меня даже алфавита нету русского. Пришлось мне ее искать. Короче, ну так все нормально. Ну и вообще говорить... Ну, мы говорили, конечно, на польском, но, знаете, ощущение... Не, ну как думаешь, она нас поняла? Да. Ну, мне такой комплекс, когда я говорю на польском. Нормально. Надеюсь, все понятно было. Ладно, она разберется. А там такой кот еще. Такой плюшевый, как это их британские. Да. Такой смотрит такими круглыми глазами. Мне так интересно, как Чупи будет себя вести. Но я уверена, что он подружится со всеми, потому что он добрый еще боку ночь. Вот такие дела. Все, заканчиваю. Все, ребята, мы доехали. Мы, кстати, ехали около часа сюда добирались, да? Приехали на вокзал, у нас еще 25 минут. И я увидела вот этот автомат с горячим шоколадом и разные вкусы. Земляника, клубника, какие-то печеньки, горячий шоколад с горячим шоколадом. Видишь, на картинке. Вот. И какой-то ванильный. Я не знаю, я очень хочу попробовать такой классный какой-то современный автомат. Короче, уговорила Сашу на... Давай, за 5 злотых. Я, короче, выбираю. Тут написано, выберите старт, выберите продукт, сближ карты. Я хочу... Вот есть с... А вот есть с... Подожди, гарантия... Я вот думаю, вот с этой земляничкой. Или с клубничкой, Сашка. Энки-бенки, ели вареньки, энки-бенки, шпок, вышел жареный пупок. Этот вышел, этот остался. Добре. Так, беру маленькую. Или что, я уже нажала маленькую? А что ты хотел? Так за злотый уже очень большой. Да уже, может, он невкусно. Так, и нажми, ну, карту приблизь. Может, большой карту. тогда? Ну ладно, давай большой. За злотый уже и так. Ну, давай большой. Так, все, Саша приблизил карту. Proszę wybrać produkt. Так я выбрала. 10. В смысле? А чему 10? Ты уверена? Так ты уже заплатил. Ну, еще, может, нет? Proszę użyć karty. Такая... А почему 10? Autoryzacja, proszę. Короче, я думала 5, а тут уже 10. Не, Злотых. 10 злотых написано. Не, тут было написано 6. А, 6, это ошибка. Почему тут 10, а там 6? Короче, ладно, неважно. Ну, ты читаешь, Димку. Вон стакан большой, это большой делается. Мне так интересно, как там... Вот пока льется вода, горячий шоколад. Короче, сейчас сделается, покажу. И вот такой дужий стакан, кубечек нам достался. То есть маленький был бы вот такой, Ну, вот такой, и там бы было еще меньше. То есть он налит же не полностью. Короче, пахнет клубникой, это все, думаю, какой-нибудь сиропчик будет. Ну, понятно, что я знала, что не выпадут клубнички. Я не настолько дебил. Попробуй. Вкусно? Да, я попробую. Ну, знаете, прикольно. Как чем-то детским отдает. Слишком химозно. Ну, не, ну прикольно, но не на 6 злотых. Ну, я просто хотела попробовать. Но я не советую никому. Хотя, кто любит горячий шоколад? Не, ну вы попробуйте, если интересно. Надо без добавок брать. Ну, либо А ваниль, если либо интересно, классик. то берите, А вот конечно. ягодный? Но так, если кто-то не любит горячий шоколад и так скептически относится, то лучше эти деньги в Жабке Но он не отдать за чай. насыщенный, Он не насыщенный. Кстати, в Жабке вот эта станция кофейная, то она такая достойная, как по мне. Там можно Ну, в принципе, много неплохо. чего. Неплохо. Но не ужасно.
ну, нету вкуса насыщенного. No. Ну, очень разбавленный шоколад. Ну да. Ну все, короче, идем мы Пойдем. дальше. Автобус искать. Все уже видели. Кстати, тут очень-очень красивый, красивый вокзал. Вообще мне так нравится, но мне кажется, тут очень мало людей. Ну, а вот смотрите кассы, как они выглядят. Тут очень современно, очень классно. Но мало людей, все-таки, наверное, из-за того, что тут мало всяких автобусов, поездов. Хотя, может, и не из-за этого. Короче, нам вот в эту дверь. Вот дверь. Я в таком предвкушении, ребят. Так люблю путешествия, у меня сразу поднимается настроение, но... О, все, уже посадка в наш автобус, и у нас есть свои места, поэтому не страшно. Не наш? Не наш. Наш 16-й путь. Мы вышли на 10 минут. Да, мы приехали в Катовицу. Да. Еще даже не полпути, мы едем 3 часа, осталось 4. Еще Краков, еще там несколько городов. Кстати, вот мне вот тут, в Катовице, очень понравилось. Такой вообще приличный город, это даже Есть посолиднее, чем офисы, Москва. небоскребы, да, так он развитый, богатый Еще мы город. тут видели аттракционы, но они, конечно, не такие прям Парк большие. легенды. Но там и горки. Ну так прилично. Сейчас мы вышли на 10 минут, сейчас размять косточки. Ребята, мы на месте. Закопанная. Тут горы уже со снегом на вершинах, это так прикольно. Я не знаю, видно вам? Вот тут вот горы. Они прям вот за нами. Мы еще никогда не видели так близко, чтобы были горы, да? Да, и такие Еще и со классные. снегом на вершинах. Так мило. Я вообще в Инстаграм все снимала. Вот эта гора. Тут такой парк еще прикольный. Ну, мы только вышли с автобуса, тут сразу парк. Нам минут, уже меньше 20 идти до жилья. Там такая вилла, тоже покажем. Сейчас скинем вещички все и пойдем изучать город Закопанный. Ну да, немножко Вообще, пройдемся. я вспомнила сейчас эту песню «Жизнь кайф». Это вообще мне тут так нравится. Эта песня как никогда, кстати. Тут сегодня так много людей. Что-то я Да, думала не больше. сезон уже. Все пугали, так много людей. Пока еще нормально. Ну, может, мы завтра, когда уже будем Ну, в на горах, морском то мы, оке, да. поймем это. Ну все, короче, Пойдем. ребят, пошлите, покажем вам нашу виллу. Не всю, у нас только комнатка. Но будем считать, что она наша. Тут такая милая, классная, деревянная детская площадка. И вот все время, когда вижу такие классные детские площадки, я думаю, капец, была бы я ребенком, Сашка, я бы тут вообще просто разбила бы нос, разбила бы колени. Но с этой площадки не вышло бы. Блин, такие классные тут и домики, и песочек, и качели. Очень клево. Мы нашли виллу и заселились. У нас, короче, как всегда, такой прикол был. Там нужно было, чтобы войти на эту виллу, нужно было очень сильно вот так калитку эту потянуть. Ну, мы так, Да, мы так потянули, но закрыто. Ну, короче, все, запаниковали, нам хозяин ничего не писал. Просто это как отель больше. Ну да, тут Такой хостел, не отель, а как хостел такой. Но, и мы такие стали звонить, открыть нам дверь, что-нибудь. Как попасть к вам тут на эту вашу виллу красивущую? Она говорит, да там открыто. И мы такие сильнее дернули, и массакра реально открыто. просто закрыто, а мы тут Да. нормально. Ну тоже не... Не хочется рисковать. Да. И покажем вам нашу виллу, не виллу, а комнату. Хочу отметить сразу, что я заметила, это чистота. Во-первых, нас сразу предупредили снять обувь, что меня очень радует, потому что я ненавижу, когда везде в обуви. Ну, скажи, некомфортно. А очень чисто, ковры, очень пол чистый. Мы были сейчас в туалете ванны, тоже чисто, на кухне чисто. Я вообще офигела. И запаха нету. Вот что тут курят. И, кстати, она тоже нас сразу спросила, вы курите? Мы говорим, нет. Она, ну все, нет проблем. Я думаю, она бы нас сразу предупредила, что курить в комнате нельзя.
Но нет вот этого запаха. Знаете, вот как бывает в отеле, заезжаешь, и ты прокурено. То же самое. Короче, и нам еще достался бесплатный офигенный вид, который вы увидите, если останетесь и не переключитесь. Не переключайтесь. Итак, начнем, наверное, с того, что у нас тут все деревянное. У нас есть табуреточка. Да. Вообще, так, ну, знаете, миленько, обычно. Да, уютно. И такая кровать у нас огромная. Ну, обычно большая, огромная. Ну, кстати, что очень приятно, в этой комнате есть шкаф. Это вообще редко, когда в комнате есть шкаф, и можно что-то положить, он тоже такой вот деревянный. Но, знаете, мы сюда придем поспать, и как бы и все, даже телек есть. И очень рано уходим. Да. Но самое интересное, ребята, это вид. Нам просто за бесплатно достались виды на горы. Класс? Класс. Считаю, что это круто. Еще обязательно покажем, как вилла выглядит со стороны. И оставим ссылку на Airbnb. Мы всегда оставляем, если нам реально нравится жилье или нет. Кстати, вот от вокзала мы шли минут 15 пешком, да? Ну, 10. Нет, 15-20. Недалеко. Хорошее расположение, поэтому мы оставим ссылку на Airbnb. Если кто-то будет ехать, то советую, конечно же. Вот такая наша вилла, называется Гриф. Мы, получается, на 2-м этаже где-то. Ну, получается, на ту сторону окно, значит, вот где-то там. Еще сверху есть чердачок. Да, и вот мы были на этом вот балкончике, да. где Ну, антенна. прикольно. Очень, да, чисто, прикольно. Фига, И недорого. Недорого, да. Кстати, дешевле, чем мы в Кракове. Да. Вот, Ой, этого помните гламурного такого? Ну, не гламурного, типа, а такого приятного. Ну, 2 ночи, 210 злотых. Это как за одну ночь в Кракове. Да. Идем куда-то туда, вверх. Куда-то вверх. Посмотреть вид на город и Еще на горы. надо подняться. Ребят, ну у нас все как всегда. Мы одни в пустом месте каком-то. Хотя людей дофигища. Но Саша, как всегда, что-то дошел, что где только мы и поздно вечером. Ну, еще не поздно. Ну да, не поздно, вечер. И мы поднимаемся, значит... Куда-то в лес. Куда-то в лес, на смотровую площадку. Тут фуникулер, но мы же пешком. Ездит. Вот фуникулер, я думала, никто не ездит. Только мы пешком. Там 2 человека. 3. Да. Не знаю, сколько он стоит, Ну да. но мы не бесплатно пешком идем. Мы бесплатно идем пешком. Нам не на самый верх. Я думаю, мы дойдем до хорошей точки обзорной. И там просто достаточно уже грязно. Я вижу. Будем смотреть дальше. Но вид тут потрясающий. Скоро вот мы обойдем, чтобы нам ничто не заслоняло обзор, и покажем. Фу, ребята, это все, что мы могли пройти. Во-первых, посмотрите на эту прекраснейшую тропинку. Да. И меня еще шандарахнуло током. Короче, вот эта веревочка, она под напряжением. Я просто так взяла ее. Ну, просто не то, что взяла, а дотронулась. И, короче, ну, вид-то красивый. И она меня ударила током. И нам сейчас вот по этой слякоти вниз. Спросите, зачем мы это делали? Посмотреть красивый вид. Но мы же не знали, что будет тут такая засада. Ну, плюс еще стемнело уже. Да. Ладно, пошли, короче. Но вид прикольный. На камеру, может, так не видно, но в жизни, поверьте. Можно сказать, оно того стоило, но не до конца. На 60%. Просто спускаться всегда страшнее. Плюс такая погода, плюс уже темнеет. Ну, мы раньше поздно приехали. Ну да. Ладно, все, спускаемся. Да. Мы тут вернулись уже на главную саму улицу туристической Круповки. И важный момент, как узнать, что город туристический. Там будет этот магазин Flying Tiger с сувенирами, с барахлом. Он во всех туристических городах. Но вот этот, он всегда в интересных городах есть. В Лоде его нету. Очевидно. Нету? Вообще?